Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, перед вами ведьмина лестница. Сделана она по моей просьбе. Смастерила ее Яна. Вот я поближе вам покажу. Вот смотрите. Здесь маленькое зеркальце. Дары леса. Вот мох. Далее. Просто связанные между собой эти лестницы, поскольку именно только связать можно их или ниткой, или веревкой, или чем угодно, но они должны быть связаны между собой. Их нельзя закреплять там маленькими гвоздиками или чем-то еще. Свечи, книга как символ учения, мудрости. Ракушка, символ воды, моря. Вот, мелкие камни, ключ к знаниям, птичьи перья. Далее, здесь ловец снов, монеты и лапка, как Яна говорит, лапка барикапки, воронья лапка. Но это больше как соответствует именно ведьминой энергии. Хочу вам сказать, что многие немного путают. Есть понятие ведьмин узел, есть понятие ведьмина лестница. Это очень древний такой атрибут магии. И он может служить и как оберегом, и как защитой, и как денежной приманкой, и как подъем, знаете, вверх по жизни. Функций много. Однако сказать, что прям вот есть четкая, сильная такая работа, которая может помочь, позволить, дать возможность ведьминой лестнице подарить вам то, что вы хотите, такой работы я не нашла за много лет. Мне дарили всякого рода ведьминой лестницы. Есть такие, были квадратные, были какие-то овальные формы, значит, треугольником, ну, различного типа. Вот такие работы ведьминой лестницы. Давайте вот так сделаю более четко. Вот так, может быть, лучше видно эту лестницу. Вот, собственно говоря. И я, поскольку я знаю, для чего это очень-очень древний символ, и у многих народов, кстати, встречается, не только у славян, я решила подарить вам работу, которая улучшена в данный момент и приспособлена к большей публике. Но когда-то давно я рекомендовала начитать подобный заговор свой одной женщине. У нее не получалось с деньгами, с удачей, карьерный рост. Ну, ни в какую. Она очень интеллигентный человек, очень образованный, очень многое сделала для того, чтобы чего-то добиться. Но в последний момент все время ее место занимал другой человек. Знаете, место под солнцем, которое уступаешь все время кому-либо. И я ей порекомендовала, как собрать ведьмину лестницу. Здесь индивидуальный подход. Просто есть определенные законы, каноны, которые обязательно надо соблюдать. Это никакими гвоздями не закрепляется. Вот эти лестницы, да, вот их разные делают. Знаете, есть вообще примитивные, например, там понатыкают перья или листья. Это, ну, это очень примитивно, и вы постарайтесь подходить ко всему творчески. Если вы сами не умеете делать что-нибудь такое красивое, а вам хочется, чтобы было красивое, объясню почему. От этого зависит ваше эмоциональное состояние. Вот если у вас, например, телефон разбитый, вам не хочется подходить к телефону, отвечать на вопрос. Следовательно, вам неприятно даже брать в руки. И поскольку подсознательно вы не хотите видеть телефон, начинает меньше звонить, меньше приходит, если вы там продажами занимаетесь, клиентов меньше. Почему? Ваше подсознание вас оберегает от неприятного ощущения смотреть в телефон.
И, естественно, сокращает звонки и прочее, что для вашей работы, для вашего бизнеса, если вы занимаетесь, да, для вашего дела очень пагубно. И поэтому вы должны поменять телефон, чтобы вам было приятно видеть этот телефон и принимать звонки. Одно с другим реально связано. Если у вас кошелек порванный, разодранный, вам неприятно даже деньги туда класть или смотреть, сколько у вас там денег, потому что неприятно смотреть на этот кошелек постоянно. И для того, чтобы вас оберегать, ваше подсознание создает вокруг такой ситуации, чтобы у вас деньги не приходили, и вам не приходилось каждый раз вот эту неприятную процедуру выполнять, смотреть в кошелек. Понимаете? То же самое здесь. Если будет ведьмина лестница примитивная, неинтересная, некрасивая, вам будет неприятно каждый раз смотреть, как висит у вас дома. А если вы сделаете красивый вот этот творческий подход, даже то, что вы заряжаете положительными эмоциями, то есть эмоциями каждый раз, глядя на эту красоту, уже дает силы вашему заклинанию, заговору, и он работает с большим усилием. Время от времени зажигайте 4 свечи, можете черного воска, красного, белого воска, зеленого воска. Здесь совершенно не имеет значения. Главное, чтобы эти были восковые свечи. Они должны догореть до конца. Вы их потом выносите, оставляете под деревом с 4 монетами. Говорите, откупаюсь и уходите. А ведьмина лестница у вас должна висеть дома. Лестница олицетворяет подъем по жизни. Неважно, сколько здесь будет ступеней. Здесь может быть 9 ступеней, 6, 4, 5, 11, 12. Вообще не имеет значения в этом случае. Вы можете туда приклеить вот книгу красиво, там свечи, зеркало как знак отражения всего плохого, да? Ключ – это как знание, которое вам дадут подняться. Книга, мудрость, опыт жизни, дары леса, дары земли. Что еще? Там птичьи какие-то перья и так далее. В этом месте, вот именно в этом амулете, они все допускаются. Под вас. Вы, например, если у вас есть такие мастера, можете заказать и даже перечислить и попросить, а можно вот это еще добавить или то, или выбрать из готовых то, что вам нравится. Сделайте красивую вещь. То есть, если хотите заговорить, повесить, пусть приносит вам моральное удовлетворение, эстетическое удовольствие, чтобы вам хотелось постоянно смотреть на эту красоту и, собственно говоря, представлять свой подъем по жизни. Значит так. Можете активизировать ведьмину лестницу иногда, раз в 2 недели, раз в месяц, насколько часто. Что это дает? Вы на ментальном уровне свою жизненную силу, энергию поднимаете. Неважно, до этого вы добились чего-то или нет. Потому что у людей иногда страх, а вот там такие слова, что мы вот с этого часу я поднимаюсь по жизни вверх. А если я уже добилась всего, это что, куда-то исчезнет, будет новое, там с нуля начинать? Конечно же, нет. Все работы, ритуалы, заговоры, они вспомогательные. Если вы уже чего-то добились, значит, добейтесь еще большего с помощью этих работ. Если никак не получается, значит, начнет получаться. Теперь, ведьмину лестницу для себя имеют право сооружать люди, то есть изготавливать, делать вот эту вот красивую штучку, атрибут, только те люди, которым уже есть 21 год. Если в доме несколько человек хотят, чтобы их жизнь пошла вверх по карьерной лестнице, у каждого из них должна быть своя ведьмина лестница. Они могут повесить в одном месте, отдельно, но у каждого должна быть своя ведьмина лестница, потому что своя жизнь, своя судьба, свой подъем вверх. Далее, что очень важно, если вдруг ведьмина лестница, ну мало ли, это же материал, порвется, там кот будет играть, вдруг там упадет вниз. Если возможно смастерите и еще раз проведите ритуал, снова активизируйте. Если нет,
Ничего страшного не случится. Просто вам нужно будет делать еще один. И снова точно так же его активизировать. Потому что вот тот подъем и рост, который вошел, он может просто остановиться, тормознуться на том уровне. Конечно, если вы проводите вспомогательные ритуалы, может быть, вы даже не ощутите особо. Но желательно, что если вы принимаете какое-то решение, вы к каким-то силам обращаетесь и начинаете с ними взаимодействовать, лучше, больше как бы с этими силами эту связь не прерывать. Итак, вот изготовили такую красивую ведьмину лестницу. Смотрите. Здесь по вкусу, понимаете, вы можете там, значит, все уже улетело. Приманку, да, для плохих снов. Можете определенные части животного мира. Вот свечи. Это работа Яны. Мне просто надо было ей объяснить чуть-чуть, что я хочу получить. Естественно, она как творческий человек сразу поняла и сразу сделала, как положено. Это с обратной стороны. Вот, собственно говоря. Значит, зажигайте 4 свечи. Уже сказала, любой воск, любого цвета. Это не столь важно. Что вам больше нравится? Может быть, кому-то больше нравится вот красные свечи, ассоциации. Может, зеленые ассоциации с деньгами у этого человека. Может, обычные, может, черные притягивают больше. Зажигайте 4 свечи восковые. Алтарь черный, красный, зеленый, золотистый. Любой из этих цветов подходит. Раз в 2 недели, вначале чуть почаще, потом поменьше. Значит, свечи начитали 4 раза. После чего, еще одна деталь, извиняюсь, вечно отвлекаюсь на все. Ставите на алтарь свечи, а ведьмину лестницу берете в руки, становитесь посреди комнаты и начинаете, поворачивая на все 4 стороны света, начитывать. Вы со всех 4 сторон света призываете 4 духа стражника этих сторон света, чтобы они пришли, благословили эту лестницу, охраняли эту лестницу и, собственно говоря, сделали все, чтобы ваш заговор, да, ваш ритуал получился, чтобы ваш посыл был услышан. Они как свидетели, они как поручители за то, чтобы ваши слова получились, чтобы эта лестница вот была под их охраной, под их патронажем, если хотите такое слово, да, чтобы они следили за тем, чтобы все сбылось, все, что вы попросили. Повернулись, а свечи горят у вас на алтаре. Положили на алтарь, подождали, пока догорят, останется вот огарки свечей. Выносите, на следующий день можете вынести, не обязательно тот же день, 4, значит, монеты. Кладете все на землю возле дерева, говорите, откупаюсь, и уходите без оглядки. А ведьмину лестницу после того, как начитали, свечи уже догорели, вы должны повесить. Она должна висеть, в невесомости должна находиться. Нельзя ее нигде прикреплять или клеить на стену. И так. Она должна быть в невесомости, она должна поднимать вот вашу энергию вот так по жизни вверх. Дальше. Пока не забыла. Значит, что следует после обычно этого ритуала? Ну, вы многие мои работы проводили, вы знаете, насколько они, собственно говоря, сильно работают. Это карьерный рост в основном. Это обретение доброй славы. Если вы занимаетесь чем-то, то вас замечают и очень много народу. Это открывание денежных дорог. У кого-то быстрее, у кого-то меньше. И это очень сильно помогает всем остальным ритуалам. Понимаете, как по ступени ваша энергия, ваши слова поднимаются вверх. То есть поднимаются к небесам. Символически, конечно. Не в небесах нас слышат и не где-то еще, не под землей, вокруг нас потусторонний мир. Но лестницы, они всегда символизировали переход
переход нашей энергии вот с одного уровня на более высокий, нашей жизненной, то есть нашей жизни, нашего достатка с одного уровня на более высокий, наших достижений с одного уровня на более высокий и так далее. Это вверх, поднятие вверх по карьерной лестнице, по развитию, по планке, да, вверх и вверх. Далее. Многие работы, данные мне, например, основаны на древних традициях, но не сохранились какие-то заговоры. И соблюдая традицию, сохраняя традицию, я создаю под это заговоры и отдаю вам. То же самое ведьмина лестница. Про ведьмину лестницу многие слышали наверняка. Это вековая традиция, то есть это не мной придумано. Но вот такой стоящей работы, стоящего ритуала, который бы мог активизировать ведьмину лестницу и заставить работать, практически нет. Некоторые скажут, а можно там мешочки с травами закрепить. Можете сделать все, что ваша фантазия, то есть желает. Все, что вам хочется видеть в вашей ведьминой лестнице. Вы даже можете маленького чертененка тут прикрепить и считать, что вот духи, которые меня сопровождают и будут помогать мне подняться. Единственное, что личные какие-то кольца там и так далее не стоит, потому что они сохраняют определенную энергию. Их лучше задействовать в ритуалах, где там, ну, предположим, на кольцо начитывается, на удачу и прочее. Можете более элементарно сделать, то есть без прикрас. Если вам хочется просто какую-то там лестницу просто сделать по всем вот этим вот канонам, которые должно быть. Но я все же рекомендую вам, чтобы приятно было видеть, понимаете, когда человек с любовью смотрит на что-то, оно прям заряжает энергией. Согласитесь? Вот я вас научила, что кошельки вы должны любить. Вы должны бережно считать деньги и класть очень бережно, никогда не, то есть не избегать считать денег, потому что многие не считают, понимая, что там мало денег, они расстроятся. Неправильно это все, этот подход. Откройте закон денег и посмотрите. Чем больше вы взаимодействуете со своими деньгами и отдаете им свою энергию, тем больше они приходят, потому что вы отдаете определенную энергию. Понимаете, своим деньгам. Поэтому люди, которые любят считать бережно, знаете, картинка к картинке, складывать, у них всегда приходят деньги. А те, кто вот так вот скомкали, безалаберно сунули туда в сумку, где-то там в кармане 500 рублей валяется, где-то в другом кармане сумки 2000 лежит скомканно, еще где-то. У таких людей никогда не будет достатка. Запомните, вы должны копить, покупать, вы должны знать, что впереди у вас старость, немощность, да, почему бы не. Есть люди, которые за 90 лет работают, я им завидую, они просто благословленные люди, что за 90 там, до 100 лет, до последних своих дней они работают, шустрые, создают, и так и надо делать. Никогда не надо говорить, все, я на пенсии, теперь с внуками посижу, вы тут же постареете, вы должны всегда быть в движении. Это очень хорошо, если вы будете до такого возраста, а если вдруг нет, а если вам будет тяжело, вам нужно платить сиделки, еще кого-нибудь, понимаете? Почему многие актеры, многие гениальные люди ушли в нищете, потому что не думали о завтрашнем дне. Они жили сегодняшним днем, они тратили огромные деньги, они думали, так будет всегда, они всегда будут востребованы, они всегда будут молоды, красивы, Советский Союз будет всегда, их всегда будут снимать, а это не так. Надо было откладывать. Кто был умнее, откладывал. Кто был умнее, там покупал какие-то, не знаю, открывал какие-то там кафе, рестораны маленькие. И точно так же делают голливудские звезды. Они играют, но у них рестораны куплены отдельно, которые им приносят доход. У них какие-то там большие там дома культуры или там что-то еще, помещения, которые они сдают в аренду и приносят доход. Человек должен думать о завтрашнем дне. Он завтра может заболеть, он завтра может упасть, ноги сломать. Он может, например, быть не в состоянии работать. Он же должен думать о завтрашнем дне. То есть не слушайте дураков. Вот не жили богато и начинать не надо. Это лентяи так говорят.
Не жили богато, а будем жить теперь, понимаете? А вот пришло время теперь жить богато. На себя рассчитывайте, просите благословения сил, помощи сил и поднимайтесь. Поднимайтесь, потому что в этом мире очень многое решают деньги. Вот вам еще одна помощь в том, чтобы вы состоялись в этой жизни. Итак, берете лестницу в руки, можете вот так держать сверху, можете так брать, не иметь никакой разницы нет. Детям никаким, вот хочу посмотреть, там гости пришли, а вот можно глянуть. Нельзя давать в руки, нельзя объяснять, зачем и почему. Просто красиво, все. Неважно. Кто знает и тоже делает, он вопросов задавать не будет. Итак, поворачивайтесь на каждую сторону света и один раз читайте. С этого дня, с этого часа я начинаю свое восхождение по ведьминой лестнице удачи. Ступени к величию, ступени к богатству, ступени к славе и признанию. Как правда то, что воск тает от огня жгучего, так правда то, что ведьмина лестница меня поднимает до богатства и славы. Силы магии приходят в движение от слова моего могучего. Стражник юга Эгин, стражник севера Дерей, стражник востока Каракаса, стражник запада Гаргатель. Придите, со всех 4 сторон света соберитесь. Лестницу ведьмину благословите, все, что попрошу, мне подарите. Лестница ведьмы, подними меня по жизни вверх. Желаю быть первой, богатой быть желаю. Славу добрую хочу обрести. Духи, исполните, что я прошу. Все, что желаю, все получаю. Врагам моим пропасть, а мне вершина. По ведьминой лестнице вверх и вверх по жизни. Заклинаю. С этого дня и с этого часа я начинаю свое восхождение по ведьминой лестнице удачи. Ступени к величию, ступени к богатству, ступени к славе и признанию. Как правда то, что воск тает от огня жгучего, так правда то, что ведьмина лестница меня поднимает до богатства и славы. Силы магии приходят в движение от слова моего могучего. Стражник юга Эгин, стражник севера Дерей, стражник востока Каракаса, стражник запада Гаргатель. Придите, со всех 4 сторон света соберитесь. Лестницу ведьмину благословите. Все, что попрошу, мне подарите. Лестница ведьмы, подними меня по жизни вверх. Желаю быть первой. Богатой быть желаю. Славу добрую хочу обрести. Духи, исполните, что я прошу. Все, что желаю, все получаю. Врагам моим пропасть, а мне вершина. По ведьминой лестнице вверх и вверх по жизни. Заклинаю. С этого дня, с этого часа я начинаю свое восхождение по ведьминой лестнице удачи. Ступени к величию, ступени к богатству, ступени к славе и признанию. Как правда то, что воск тает от огня жгучего, так правда то, что ведьмина лестница меня поднимает до богатства и славы. Силы магии приходят в движение. От слова моего могучего. Стражник юга Эгин, стражник севера Дерей, стражник востока Каракаса, стражник запада Гаргатель. Придите со всех 4 сторон света соберитесь. Лестницу ведьмину благословите. Все, что попрошу, мне подарите. Лестница ведьмы, подними меня по жизни вверх. Желаю быть первой, богатой быть желаю. Славу добрую хочу обрести. Духи, исполните, что я прошу. Все, что желаю, все получаю. Врагам моим пропасть, а мне вершина. По ведьминой лестнице вверх и вверх по жизни. Заклинаю. И еще раз, 4-й раз. С этого дня и с этого часа я начинаю свое восхождение по ведьминой лестнице удачи. Ступени к величию, ступени к богатству, ступени к славе и признанию. Как правда то, что воск тает от огня жгучего, так правда то, что ведьмина лестница меня поднимает до богатства и славы. Силы магии приходят в движение от слова моего могучего. Стражник юга Эгин, стражник севера Дерей, стражник востока Каракаса, стражник запада Гаргатель. Придите, со всех 4 сторон света соберитесь, лестницу ведьмину благословите. Все, что попрошу, мне подарите.
Лестница ведьмы, подними меня по жизни вверх. Желаю быть первой, богатой быть желаю. Славу добрую хочу обрести. Духи, исполните, что я прошу. Все, что желаю, все получаю. Врагам моим пропасть, а мне вершина. По ведьминой лестнице вверх и вверх по жизни. Заклинаю. Все остальное я вам уже объяснила. Возьмите, проведите, это несложный ритуал. Зато результат будет такой, что вас приятно порадует, как, впрочем, все остальные мои работы. Всем удачи и всех благ.